Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. В увлекательное путешествие по самым опасным туристическим маршрутам мира. Сегодня мы отправимся в удивительные уголки планеты, где люди, рискуя своими жизнями, сталкиваются с невероятными испытаниями. От крутых горных перевалов до ветхих мостов эти маршруты представляют собой настоящий вызов для отважных искателей приключений. Безусловно, пейзажи здесь умопомрачительные, однако за красотой скрыты опасности, где смерть дышит прямо в спину. Интересно вам увидеть места, где каждый шаг может стать решающим. Тогда приготовьтесь открыть новые горизонты, от одного взгляда на которые стынет кровь в жилах. Поехали! Мост над озером Трифт, Швейцария. Тонкий подвесной мост протянулся высоко в швейцарских Альпах, над горным озером Трифт. Он напоминает узкую деревянную полоску длиной 170 метров, которая шатается на высоте 100 метров. Подвесной мост появился в 2004 году благодаря крупной энергетической компании, которая проводила работы на леднике Трифт. Конструкция получилась неустойчивой. Она сильно раскачивалась на ветру. Летом 2009 года строители заменили веревочные канаты на стальные и увеличили высоту перил, и мост стал более надежным. Сегодня он может выдержать до 500 тонн снега и порывы ветра до 200 км в час. Но это не означает, что там не страшно. Конструкция все равно шатается и выглядит как смертельная ловушка. Далеко не каждый решится по ней пройтись. А тот, кто рискнет, вряд ли сможет глянуть вниз. Да что там говорить, попробуйте просто добраться к мосту по горной скалистой местности. Это уже испытание. Тропа к вулкану Пакайя, Гватемала. Вы когда-нибудь слышали о Пакайе в Гватемале? Действующем вулкане, пешеходная тропа которого частично проходит через раскаленную лаву. Если хотите увидеть вблизи, чем плюется вулкан, то вам обязательно стоит отправиться сюда на прогулку. Опасность этого туристического маршрута не в высоте, тропы здесь достаточно комфортные, а в том, что вулкан регулярно извергается. Поэтому подъем напряженный, ни в коем случае нельзя контактировать с вязкой жидкостью, температура которой составляет около 1000 градусов по Цельсию. Официально властями Гватемалы подъем к жерлу запрещен, но со склонов кратер хорошо просматривается. Более того, накануне извержения национальный парк Пакайя закрывается, чтобы не допустить гибели людей. Однако находятся смельчаки, которые отправляются к местным жителям, чтобы те за отдельную плату вели отчаянных экстремалов смотреть на извергающиеся потоки. Half Dome, США. Легендарная скала Half Dome – место притяжения для тысяч альпинистов и тех, кто хочет испытать свои силы. Она находится в Калифорнии и является визитной карточкой Йосемитского национального парка. Высота горы достигает почти 2700 метров над уровнем моря. Если вы захотите на нее подняться, то приготовьтесь к длительному и нелегкому мероприятию. Вам нужно будет преодолеть более 20 километров в обе стороны где-то за полсутки. Последние 3 километра перед вершиной проходят по сложной горной местности. Завершающим этапом маршрута будет невероятно опасная отвесная лестница протяженностью порядка 400 метров. Точнее, не совсем лестница, а вырубленные на очень гладкой поверхности ступени с перилами из стальных тросов по бокам. Чтобы подняться по ним, необходимо иметь хорошую физическую подготовку. Но, к сожалению, на маршруте уже было несколько случаев падений с летальным исходом. Драконовы горы, Южная Африка. Драконовы горы или Дракенсберг – самая высокая горная цепь на территории ЮАР. Здесь открываются одни из самых красивых и одновременно самых опасных рельефов в мире. Через Драконовы горы нет одной определенной тропы. Но вы можете сами себе составить маршрут, соединив 8 контрольных точек. Самая сложная часть тропы простирается на 65 километров и проходит по территории национального парка Натал. Туристам приходится в прямом смысле идти по краю пропасти, опасаясь оползней, особенно там, где бушуют водопады, а зигзагообразная тропа сужается. При этом суровые испытания начинаются буквально с первых метров, когда путешественнику с тяжелым рюкзаком за спиной приходится взбираться на гребень хребта по 2 практически вертикальным лестницам, сваренным из тонких цепей. Статистика говорит, что до 1985 года здесь погибло больше 500 человек. Затем местные власти просто перестали вести подсчет. Лабиринт в национальном парке Каньон-Лендс, США. Национальный парк Каньон-Лендс находится в штате Юта и занимает более 1000 квадратных километров. Здесь множество ущелий, гор и речных долин, которые являются частью пустынного ландшафта.
Но самое интересное вас ждет в самом отдаленном уголке парка. Речь идет о лабиринте, системе из узких трещин, пещер и проходов в скалах, в которых запросто можно заблудиться. Это один из самых сложных маршрутов в мире, полный тупиковых, оврагов и круговых троп. В любое время года здесь очень велика опасность камнепада и даже наводнения. Из-за удаленности и труднодоступности лабиринт является чрезвычайно опасным, поскольку спасателям может потребоваться до 3 дней, чтобы найти туристов, если что-то пойдет не так. А без помощи люди погибнут от жары и жажды днем или от холода ночью. Тем не менее, каждый год около 2000 смельчаков проходят через лабиринт. Трекинг по хребту Энек-Игек, Шотландия. Невероятно красивый трек со сложным рельефом. Все, как любят самые отважные туристы. Маршрут длиной всего в 6,5 километров проходит по долине Гленко, пересекает 2 хребта и горные вершины. Здесь умопомрачительные пейзажи чередуются с опасностью, и чтобы увидеть самые лучшие панорамные виды в стране, нужно иметь хорошую физическую подготовку. Несмотря на то, что тропа довольно широкая, суровые погодные условия и каменистая поверхность существенно осложняют ее прохождение. Местами маршрут проходит рядом с обрывами, а крутые и травянистые склоны могут быть опасны при дождливой погоде. А дожди здесь бывают часто, и туристам приходится смотреть внимательно за каждым шагом. По скользкой траве и крутой сыпухе путешественники не могут сойти с гребня на полпути. Если же они вышли на маршрут, то им придется завершить его подъемом на пик Скорнамфиани, который находится на высоте 960 метров. Каждый год тысячи туристов пытаются покорить хребет Энек-Игек, но некоторые из них трагически погибают. Эверест, Непал. Восхождение на самую высокую гору в мире таит в себе множество опасностей. Огромная высота, вечный лед и длинный маршрут являются настоящим тестом на смелость и умение выживать. В Непале предлагается множество маршрутов, но почти все они максимально сложные и вряд ли подойдут для неподготовленного туриста. Климатические условия в районе Эвереста крайне суровы. Скорость ветра достигает 55 метров в секунду, а температура воздуха в зимнее время может опускаться до минус 60 градусов. По мере приближения к вершине дышать становится все сложнее. И на высоте около 8000 метров концентрация кислорода в воздухе падает настолько, что наше тело в самом буквальном смысле слова начинает медленно умирать, клетка за клеткой. С начала 1920-х годов гора Эверест унесла более 310 жизней. Но это не останавливает отчаянных альпинистов. Они получают разрешение на восхождение и отправляются в путешествие длиной от 2 месяцев. Однако многие из них не идут дальше базового лагеря Эвереста, что расположен на высоте 5364 метра. И только единицы готовы покорить вершину горы – 8848 метров. Путь инков к Мачу-Пикчу, ступени смерти, Перу. Древний город инков Мачу-Пикчу расположен в Южной Америке, на юге Перу, где находятся перуанские Анды. В Мачу-Пикчу есть мощеная инками примерно 500 лет назад каменная лестница, ведущая вверх к храму Луны прямо в горе Уайна-Пикчу. Отсюда открывается прекрасный вид на развалины древнего города. Но посмотрите на эти ступени смерти. Вы бы согласились по ним карабкаться, зная, что здесь погибло немало людей? Старая лестница инков вырезана из гранита и поднимается на высоту в 300 метров. Ступени во многих местах разрушились, часто случаются скальные обвалы. Камни под ногами бывают влажными и скользкими, плюс облака, туман, старые проржавелые тросы. Но подъем по этой дороге – самая легкая часть пути, а вот спуск часто вызывает у туристов настоящие приступы паники. И все же путь стоит того, чтобы в солнечный день с высоты Уайна-Пикчу полюбоваться Андами и увидеть сверху фантастический город Мачу-Пикчу. Тропа смерти, Китай. Своеобразный аттракцион для экстремалов находится на горе Хуашань в китайской провинции Шэньси. Тропа смерти представляет собой узкую дорожку из деревянных дощечек на высоте 2000 метров, по которым можно подняться на вершину священной горы Хуашань. На пути не предусмотрены перила, поэтому, чтобы не упасть, нужно контролировать равновесие. Для сохранения баланса нужно держаться за цепи, которые тоже прибиты к склонам отвесной скалы. Время от времени встречаются маленькие углубления в скале, которые помогут удержаться. Конечно же, без страховочного троса на тропу смерти вас не выпустят.
По официальной статистике, еще никто не падал, посещая аттракцион. Однако местные рассказывают, что трагические случаи таки происходили. Кому верить, выбирайте сами. Но если вы все-таки решитесь пройти маршрут по тропе смерти, то откроете для себя незабываемые пейзажи и получите огромный заряд адреналина. Королевская тропа, Испания. Этот горный переход считается самым опасным туристическим маршрутом Испании. Королевская тропа представляет собой ветхую дорожку, пробитую вдоль стен огромного известнякового ущелья Эль-Чорро. Сооружение состоит из бетона и вбитых в скалу костылей и железнодорожных рельсов. Дорожка располагается на высоте около 107 метров, а ее ширина составляет всего 1 метр. Королевская тропа была создана в 1905 году как вспомогательный путь для строителей плотины Конде-дель-Гвадалорсе с одной стенки каньона на другую. После окончания строительства по дорожке прошелся король Альфонсо XIII, поэтому дорожка получила название «Королевская тропа». И с тех пор здесь обожают гулять всякие экстремалы и любители пощекотать себе нервы. Однако после нескольких трагических несчастных случаев испанские власти официально закрыли Королевскую тропу в 2000 году. В 2015-м дорожку реконструировали, заменили деревянные доски, добавили страховочные тросы и заграждения из проволоки. И вуаля! Туристический маршрут снова открыт. Но даже после ремонта, чтобы пройти по подвесным мостикам, придется проявить немалое мужество. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какой туристический маршрут показался вам самым опасным и по какому пути вы бы сами рискнули пройтись.